Что такое смоук-тестинг? Или как быстро убедиться, что основные функциональности программного обеспечения работоспособны? Меня зовут Игорь, и вы снова на канале QA Labs. Поехали! Как вы догадались, сегодня у нас занятие, посвященное повторным видам тестирования. А именно сегодня мы разберем, что же такое смоук-тестирование. Итак, поехали! Для начала давайте рассмотрим, какие же виды, связанные с изменениями, бывают. Итак, я бы сказал, что самым первым делается всегда smoke тестинг, далее ретестинг, sanity тестирование и регрессионное тестирование. И сегодня мы остановим свое внимание на первом из них. Конечно же, это smoke тестирование. Что же это такое? По факту это короткий набор тестов, который проверяет самый важный функционал программного обеспечения, чтобы убедиться в том, что основные функции приложения работают исправно, как и прежде. Но когда же выполняется смоук тестирование, какие задачи он должен решать? Или что если смоук прошел не очень успешно? Давайте детально об этом поговорим. Итак, смоук выполняется каждый раз после изменений в коде программного обеспечения, которые могли затронуть важный функционал. Далее, задача смоука за короткое время убедиться, что самый важный функционал работает, для того, чтобы можно было тестировать дальше. Ну и что же делать, если смоук прошел неуспешно? Создается баг-репорт о найденной проблеме, а также такая сборка программного обеспечения отправляется на доработку. Ведь не имеет смысла тестировать дальше, если основной функционал сломан. А теперь давайте рассмотрим смоук тестирование на конкретном примере. Представим, у нас есть программное обеспечение, состоящее из 6 модулей. Регистрация, авторизация, личный кабинет, товары, корзина, оплата. Представим, что на каждый из таких модулей написан определенный набор тестов, который покрывает всю функциональность каждого такого модуля. Смоук-тестированием будет тот пример, когда мы возьмем самые важные тесты для каждого модуля и составим так называемый короткий тестовый набор, с помощью которого мы сможем проверять, работает ли основной функционал, работает ли система перед какими-то важными событиями, либо перед основными видами тестирования. Такой набор тестов включает в себя самые критически важные сценарии. По факту такой набор тестов должен занимать немного времени, чтобы дать быструю обратную связь о состоянии программного продукта на конкретный момент времени. Таким образом, тестировщик понимает, можно ли продолжать свои проверки дальше или стоит такую сборку программного продукта отправить на доработку. Давайте рассмотрим на примере, когда же нужно проводить смоук тестирование. Представим, у нас на сервере произошли какие-то технические изменения. Да, то есть это может не касаться изменений в программном коде, но тем не менее мы потенциально понимаем, что эти изменения могли затронуть основной функционал. Поэтому после таких технических доработок либо изменений на сервере нам стоит проверить текущую сборку программного продукта, насколько она работоспособна и наши основные фичи работают так же, как и прежде. Или, допустим, мы получили новый билд на тестирование с новыми фичами. У нас какие-то фичи появились номер 7 и номер 8. Это обозначает, что перед тем, как приступить к тестированию нового функционала, мы должны убедиться, что основной старый функционал не сломан, и он работает как и прежде. Если смоук тестирование пройдет успешно, то мы можем тестировать и приступать к новому функционалу. Или, допустим, когда мы протестируем уже наши новые фичи, и наша сборка будет готова для релиза, и после релиза новой версии в продакшн мы также должны удостовериться, что релиз прошел успешно. На продакшене, скорее всего, мы не будем выполнять большого набора тестов, да, и не будем выполнять регрессию, так как основные кропотливые виды тестирования должны были быть выполнены до релиза, но короткий смоук в продакшене, конечно же, имеет смысл выполнить для того, чтобы убедиться, что релиз прошел успешно, развертывание новой версии программного продукта прошло успешно, и наши пользователи могут пользоваться нашим программным продуктом. Очень старался собрать полезную информацию для вас. Если было интересно, поддержите, подпишитесь на канал и поставьте лайк для того, чтобы оставаться с нами на связи. А я подготовлю еще больше полезных и интересных видео. А мы с вами увидимся в следующем выпуске.